Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Да, еще 2 дня. Целых 2 дня нам придется ждать нового события, которое придет вместе с открытием новой локации, заброшенной ярмаркой. Это очень интересно. Ну и, конечно, там можно будет выявить, кроме того, что трансмиссию хранилище хлама, который позволяет хранить различный хлам в больших количествах. Я думаю, что это по 310 ячеек чего-то, что может залететь сюда как теща под лед. Чего именно, пока непонятно. Но, тем не менее, тоже это очень интересно. Реставрируйте ярмарку вместе с Вильямом, меняйте купоны на награды и попробуйте не умереть со смеху от какого-то Джорджи Весельчака. Напоминайте, главное, что только начало чего-то грандиозного. Как всегда, нас напугали чем-то грандиозным. И я вам хочу сказать, пока ожидания, ведь мы не про это сегодня видос снимаем, о чем-то тоже, что уже было, но, в принципе, я решил это вспомнить. Думаю, мне кто-то написал в комментариях под одним из постов, я оставил официальной группе Last Day on Earth Survival, я под одним из постов оставил какой-то комментарий. И мне там написали, я зашел, посмотрел, там ответил ребятам, спасибо, написал там туда-сюда, красиво, очень отлично, симпатично, но кроме этого, я начал перечитывать кучу всяких комментариев. А прикиньте, что там можно найти много хорошей информации. Как минимум, поднимая своими видеороликами настроение вам, себе, ну и всем тем, кто любит, ценит, играет Last Day on Earth Survival. Это его выбор. В данный момент я зацепил одну тему, где один из зрителей набрал достаточно впечатляющее количество лайков под своим постом, и он вырвался в топы. Потом, естественно, я вот пробовал его искать, чтобы показать и вам, но я его просто написал себе как памятка. Не буду его зачитывать точно так, как было, потому что почему-то после этого я написал, что сними видос бла-бла-бла про это, именно про этот комментарий. Там не про сам комментарий интересно. Ладно, короче, дело к ночи. Один из игроков, я не знаю, конечно же, игроков Last Day on Earth Survival написал: дорогие разработчики, хватит запиливать всякую чушь, давайте открывайте акты, быстрее давайте вертолет, потому что я уже задолбался и, конечно же, хочу вольфрам, хочу вертолет. То есть он не про третий акт, а сразу в пятый. Говорит, ребятушки, пятый акт давайте открывайте. Очень интересно, но самое главное, что ему ответил официальный администратор, то ли ну, я буду называть его разработчиком, давайте повысим его в звании, если это не является именно так, хотя я думаю, что это именно так. Один из разработчиков ему ответил, ну, по крайней мере, человек, который ближе к этому всему стоит, что уважаемый мужчина или уважаемый пользователь, обратите внимание на последний пост и скинул картинку. Мне стало интересно, я на нее нажал. Мы уже видели эту картинку, это порт, я не зря сюда пришел. В этом порту мы видим. Обратите внимание на эту картинку, и вам станет все ясно. Давайте вместе с вами, как говорится, одна голова хорошо, пара глаз это хорошо, а несколько лучше. Одна голова хорошо, а две могут скинуться, и в принципе будет легче. Поэтому я хотел бы разглянуть эту картинку. Явно это порт. Гадалки не ходи, это порт. Может быть, это не порт, а какая-то локация, к которой можно будет переплыть. Может быть, все, кто думал, что это порт, ошибаются. И может быть, вот этот вот катер, все-таки, катер, корабль, корабль куда-то поплывет. Дядя, я бывал такой, чтобы, понял, сегодня официальный день это, раздвоения личности, как там, праздник биполярки, наверное, мужик празднует. Итак, может быть, вот эта вот штукенция все-таки отправиться куда? Мы уже видим в картинке, что это похоже на порт Докрику похоже. Но все-таки есть такие элементы, которых в порту и не встретить. Какой-то бокс наполовину открытый.
какие-то погрузчики, которых здесь нету. И не думаю, что будет что-то, что максимально изменено будет. Погрузчиков явно здесь не видно. Тут все написано латуна, латуна, бигтуна. Короче, бигтун. Здесь же написано совсем другое. Очень интересно, мне кажется, вот так вот и выглядит наша вышка. Наша крутая вышечка, ну, может быть, я ошибаюсь, но все-таки этому тоже нужно давать шансы на жизнь. Именно это. Ну, хотя вот здесь наполовину открытый ангар, но он вообще не похож на это. Ребята, я оббежал весь порт. Никаких похожих моментов в игре не видно. А вот то, что это может быть отдельная локация, чисто мое воображение. Из-за того, что я играю 5,5 лет в игру, я могу напридумывать сколько. А еще гогошинки го-го. Еще и, конечно, додумать, допредставлять воображение у меня, с воображением у меня достаточно все неплохо. Почему это не может быть нефтедобывающая вышка, которая слишком далеко? И может быть именно на вот этой шайтан корабль мы туда и отплывем. Буль-буль-буль, отплыли. И в принципе тут побыли. Почему бы и нет? Тут же, как вы, кто-то говорил, Михалыч, там, ты зря говоришь, что это локация, ты видишь, на какой она платформе, туда можно будет прилететь только на вертолете. Когда нажимаешь на эту локацию, там вообще деревья растут. Как могут быть деревья? Это по-любому суша какая-то будет. Это отдельно. Сколько могу говорить? Бесконечно об этой локации. Давайте представим на секунду, что это именно так. Нам разработчик, в принципе, открывает глаза на что-то более глобальное. Не нужно просто думать про то, что у нас появится квадрокоптер, и мы что-то будем с ним квадрокоптить. Но то, что мы приплыли прямо на эту локацию и здесь прям будем что-то проходить, ну, можно так сказать, что это даже будет чем-то интересным, увлекательным. Но и самое главное, что может быть и здесь. А может быть, можно даже говорить вслух о том, что мы боимся назвать правдой. Вольфрамом. Ожидание нескольких... Игра, несколько лет играя Last Day on Survival, не перестает, ну, можно так сказать, периодически всплывать такие вопросы. Вольфрам. Блин, ну я не хочу даже об этом говорить, но а почему бы и нет? Почему бы не настало то время, когда нам могут добавить вольфрам, вертолет и все? Ну, вертолет это такая отдельная тема. Мне кажется, что как-то до него еще очень и очень далеко. Но все-таки, почему бы не говорить об этом вслух прямо сейчас? Мы мечтаем, в этом видео поднимаем настроение друг другу. Я думаю, что вы уже написали свой комментарий, в котором сказали: Михалыч, что ты куришь? Или, например, Михалыч, вот ты молодец, насколько это все интересно. А может быть, кто-то даже нажал поделиться, а может быть, кто-то из вас даже догадался, что можно и не только поделиться нажать, а даже лайкосик, и подписался за столь долгое время впервые на канал, на канал Михалыч Топи Геймс. Глаздай, конечно. Итак, много слов, мало дела. Я открыл немного ящичков. Очень приятно всегда лицезреть здесь уникальнейшие ресурсы. Всегда люблю и ценю то, что здесь выпадает. Может быть, кто-то скажет, что эти ящики являются чем-то отдельным, но я всегда вам говорил, ребят, лабораторные ящики это самое крутое, что может случиться с вами в игре. У меня, увы, нету на хард режим. Я официально объявляю, что буду проходить лабораторию чаще, больше, круче. Зачем? А просто так, чтобы прокачивать сезоны. И самое главное, чтобы открывать самый крутой ящик, который только может быть в игре. И если честно, я уже за этим соскучился. Лаборатория, настало твое время. Именно сейчас настало время, когда я буду начинать ее проходить. А вот эти вот ключ-карты B+, это ящик за эти карточки открывается просто несметно крутой. Самый нереально крутой ящик. И именно там, это единственное место, где можно получить кевларовую бронь, гранатомет в одном ящике. Представьте себе. Мины, кевларовая бронь, гранаты, бронь.
гранатомет. Да, ребят, все, что только может душа пожелать. Я думаю, что прямо сейчас можно и закончить такой правдоподобный видос. Давайте будем так, ребят, читать теперь больше комментариев, писать больше комментариев, и, может быть, в один момент я сниму. А представьте себе, что под моим видосом ребята написали вот такой вот комментарий, вот такой вот канал. И, естественно, мы увидим что-то очень интересное, о чем даже снимем отдельный видос. Спасибо огромное за то, что вы просмотрели этот ролик. От души вам благодарен за все. Пишите темы для роликов, чего бы вы хотели увидеть на канале. Ну и обязательно, ребят, не забывайте за лайк и подписку. Удачи вам. Увидимся в следующих видео. Пока.